Когда в небольшом канадском городке только начинался обычный рабочий день, в местный полицейский участок внезапно вбежала шестилетняя девочка по имени Лили. Она выглядела совсем крошечной для своего возраста. Ее глаза были полны слез, и, задыхаясь от волнения, она закричала: «Пожалуйста, арестуйте моего папу!». Сначала полицейские обменялись растерянными взглядами. Им показалось, что это нелепая детская игра или странная шутка. Но девочка не отступала и все громче повторяла свою просьбу, пугая и смущая взрослых своим отчаянием. Тогда дежурный позвал Монику, сотрудницу, которая специализировалась на работе с детьми, чтобы она попыталась разобраться в происходящем. Появившаяся Моника сразу поняла, что девочка сильно напугана, и, сев на корточки, старалась установить с ней зрительный контакт и успокоить. Но Лили продолжала дрожать и всхлипывать, не в силах прийти в себя. Вокруг собрались обеспокоенные полицейские, которые понимали, нужно выяснить хоть что-то, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Моника и ее коллега, сержант Дэвид, начали задавать девочке самые простые вопросы: как ее зовут, где она живет, что произошло. Однако Лили лишь плакала и, прерывисто дыша, повторяла: «Срочно арестуйте моего папу, его нужно как можно скорее отправить в тюрьму». Поняв, что ситуация выходит за рамки обычной детской фантазии, Моника и Дэвид отвели Лили в теплый кабинет, усадили на мягкий стул и предложили ей чай и печенье. Постепенно девочка немного успокоилась. Тогда сержант осторожно спросил, бьет ли ее отец. Лили замерла, опустила взгляд, а затем, всхлипнув, медленно закивала головой, и ее глаза снова наполнились слезами. Моника взяла девочку за руку и мягко поинтересовалась, чем сейчас занимается ее папа и как она смогла выбраться из дома. Лили поведала, что она дождалась, пока папа уснет, и тогда тихонько выскользнула из дома, чтобы добежать до полицейского участка. Когда Дэвид спросил, знает ли она свой адрес, Лили растерялась и пожала плечами, но тут же воскликнула, что их дом стоит прямо рядом со старым складом, который все в округе знали. Сержант сразу понял, где это место. Затем Моника осторожно задала вопрос о маме девочки. Лили, вытирая слезы, рассказала, что не видела маму очень давно, а папа говорил, что мама вышла на прогулку и больше не вернулась. Услышав это, в головах полицейских тут же начали мелькать самые страшные догадки о возможном преступлении. Видя, что взрослые, наконец, слушают ее, Лили с новой силой стала умолять арестовать отца и ни в коем случае не дать ему убежать. Она добавила, что в последнее время папа был очень нервным, часто повторял, что больше не может это вынести, и каждый раз громко хлопал дверцей почти пустого холодильника. Сержант Дэвид понял, что времени на раздумья больше нет. Он быстро связался с нарядом и отправил группу полицейских к дому Лили. Менее чем через час несколько вооруженных полицейских ворвались в старый покосившийся дом. Снаружи он выглядел заброшенным и унылым, а внутри все было бедно, но аккуратно и удивительно чисто. В каждом уголке чувствовалась заботливая рука хозяина. В спальне полицейские застали спящего мужчину по имени Генри. Он даже не успел понять, что происходит, когда его повалили на пол и защелкнули наручники на запястьях. Генри мычал и пытался спросить, что происходит, но его быстро вывели на улицу и усадили в патрульную машину. Когда он, наконец, пришел в себя, мужчина с паникой закричал, что дома осталась его маленькая дочка. Один из офицеров резко ответил, что ребенок в безопасности и находится в участке, а самому Генри придется ответить за свои действия. Когда Генри доставили в участок, сержант Дэвид был поражен. Перед ним стоял не жестокий тиран, каким он представлял себе подозреваемого, а худой, изможденный человек с потухшими глазами, который выглядел старше своих лет и явно был очень болен. Его завели в зал, где ждала Лили.
Увидев отца, девочка сорвалась с места и со слезами на глазах бросилась ему на шею, сжимая руками так, как будто боялась больше никогда его не увидеть. Генри, обняв дочку, сам начал плакать от облегчения и, всхлипывая, сказал: «Лили, я думал, что с тобой что-то случилось, когда меня забрали». «Папа, это я сказала дядям, чтобы они тебя арестовали», — тихо призналась девочка. «Что? Зачем?» — шокированно спросил он. «Чтобы ты, наконец, смог поесть, папочка», — дрожащим голосом ответила Лили. В помещении повисла гнетущая тишина. Даже бывалые полицейские, которые за годы службы видели многое, не смогли сдержать слез. Сержант Дэвид быстро расспросил Генри и выяснил правду. После смерти жены он воспитывал Лили один. Чтобы не травмировать психику дочки, он соврал, что мама ушла гулять и скоро вернется. А сам, страдая от серьезных проблем со здоровьем и не имея стабильной работы из-за отсутствия образования, перебивался случайными заработками, едва обеспечивая Лили едой и одеждой. Практически все отдавал дочке, а сам частенько ложился спать голодным. Однажды ночью Лили увидела, как папа закрыл пустой холодильник и заплакал от бессилия. В голове малышки возникла идея. Она вспомнила из телевизионного сюжета, что в тюрьме всех кормят 3 раза в день. Лили решила, что арест — единственный способ, чтобы папа больше не мучился от голода, и убежала в участок. Когда правда раскрылась, даже самые суровые офицеры не могли скрыть своих эмоций. Они с радостью угостили Генри и Лили своими обедами и отвезли их домой. Но на этом история не закончилась. На следующий день к их дому приехали полицейские и сотрудники социальной службы с запасом продуктов на несколько недель. Генри с благодарностью принял помощь и пригласил гостей в дом, где их встретила радостно улыбающаяся Лили. Сержант Дэвид предложил Генри работу уборщиком в полицейском участке, чтобы тот смог стабильно зарабатывать и заботиться о дочери. Мужчина с радостью согласился, а Лили обняла отца и не отходила от него ни на шаг. История о маленькой девочке, которая решила спасти отца, быстро разлетелась по всему городку и вызвала бурное обсуждение в местных социальных сетях. Она заставила людей задуматься о тех, кто оказался на грани бедности и отчаяния. И многие жители начали помогать другим семьям в трудном положении. А маленькая Лили своим наивным, но искренним поступком сделала мир чуточку добрее и напомнила всем, что даже в самые тяжелые времена любовь и забота способны творить настоящие чудеса. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.